Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Господин Кудрет просит их следовать за Сабихой. Берон и Дилан хотят спать, поворачиваются друг к другу, прикрываются и засыпают. Сабиха пришла к нему домой и разозлилась, говоря, насколько сильна любовь Барана и Дилана. «Я попробовал все, чтобы их разделить, но не могу их разделить, поэтому он бросает вазу и разбивает ее». Берон и Дилан спят под звездами. Баран просыпается первым, называет Дилана своей полярной звездой, любит его и целует в лоб. Затем Дилан просыпается, но не хочет отрывать голову от груди Барана. В этот момент звонит телефон Барана, и Дилан говорит, что на телефоне нет связи. Берон спрашивает, как будто не слышал этого вопроса: «Ты хорошо спал и тебе не было холодно?» Дилан говорит: «Нет, мне не холодно», оборачивается и улыбается. Гуль открывает дверь Дерье и говорит: «Я слышал, что ты сказал Ферату вчера вечером». Когда Дерья спрашивает: «Ты бесстыдно нас слушаешь?» Гуль спрашивает: «Я услышал это случайно, ты говорил, что я предал Ферата, что за предательство?» Заходит Дерья и говорит: «Я тебе должна отвечать. Давай, принеси мне кофе». Джевдет притворяется, что отвозит Севрии в больницу, когда она заболела. Берон и Дилан приходят в особняк, Баран открывает дверь, Дилан выходит из машины и благодарит его. Гуль приветствует ее у двери и приветствует. Когда входит Баран, из-за роз цветут розы. Невеста говорит: «Наверное, вечер был прекрасен». Когда Дилан говорит: «Да, это было очень красиво, слава Богу, мои молитвы были приняты, Баран меня ненавидит», Гуль спрашивает, что это за слова: «Господин Баран когда-нибудь ненавидел тебя?» Баран приходит в кабинет и, увидев состояние Керема, понимает, что его отношения с Диланом налаживаются. Баран Диалн рад, что теперь он мне доверяет и скоро мне все расскажет. Дилан рассказывает Гулю о своей встрече с Гульшах, а затем идет в свою комнату, чтобы принять душ. Сабиха сидит в комнате дочери наедине со своими воспоминаниями, в жалком состоянии. Когда приходит Хавен и говорит, что тебе пора собирать вещи, у тебя встреча, Сабиха плачет, говоря, что если бы она знала, что Гульша была слепо влюблена в Барана, я мог бы спасти ее от этой тьмы. Хавен отвечает, что ты ничего не можешь сделать, потому что Гульша всегда скрывала это от тебя. Когда Джевдет приходит в больницу, он говорит Цеврии, что притворяется. Когда Цеврия слышит это, она очень злится и хочет вернуться домой, но Джевдет делает все, что может, и убеждает Цеврии обратиться к врачу. Пока Дилан выходит из душа и причесывается, в комнату входит Берон. И он берет расческу из рук Дилана и начинает расчесывать ему волосы. Он говорит, что я впервые причесал женщину, я сделал все, что обещал, что не сделаю для тебя, мое сердце впервые забилось для тебя, у тебя есть место прямо здесь, в моем сердце, ты всегда останешься там. Дилан, но когда я говорю, что очень тебя расстроил, я благодарю Бога за все, что я пережил, он говорит, через что бы ты мне не пришлось пройти, я не пожалею об этом, и продолжает сканирование. Затем он достает из ящика обложку, которая является воспоминанием о его матери, и приносит ее Дилану. «Мой отец был прав, отдав вам эту рукопись», и Дилан обнимает его, говоря: «Мне жаль за то, что я сказал в тот день». Берон обнимает ее и нюхает ее волосы. Дилан говорит: «Давай не будем говорить о прошлом и даже не вспоминать его, все кончено, оно позади», и снова обнимает его. Дерья сообщает Хасану, что привлек Гуля к ответственности. Он говорит, что если бы я знал Дерью Гуль, она бы не оставила это дело без внимания, и рано или поздно клевета, которую мы выдвинули против Гуля, раскроется. Затем Хасан говорит, что нам следует как можно скорее выселить Гуля из особняка. Пока Дилан поливает цветы в саду, господин Баран и Кудрет сидят в беседке. Пока Дилан и Берон смотрят друг на друга издалека, у Дилана звонит телефон. Звонит господин Сеид, и он говорит о браке Сабихи как о полной тайне. Господин Кудрет сообщает Барану, что Сабиха преследовала их прошлой ночью, и теперь мы можем быть уверены, что эта женщина – наш враг.
Когда Дилан подходит к Гану Кудрету и Берану, чтобы поздороваться, Беран спрашивает: «Вы готовы поужинать вечером одни?» Дилан говорит: «Конечно, мои работы в саду закончены, я быстро соберусь». Услышав это, господин Кудрет советует ему быть осторожным: «Сынок». Баран говорит: «Все под моим контролем, не волнуйся, отец». Сабиха достает свадебное платье из шкафа Гульша. Это свадебное платье было отправлено домой после смерти Гульша. Дилан не может решить, какой наряд надеть. В тот момент, когда приходит Гуль, Барн спрашивает Гуля, в чем ему надеть, чтобы пригласить меня на ужин. Гуль выбирает платье, но Дилану не нравится внешний вид Гуля, и он спрашивает, что случилось. Гуль рассказывает, что слышала разговор Дерии и Ферата. Сабиха звонит Дилану и спрашивает: «Почему вы расследуете дело о Гульшах?» Когда Дилан говорит, что я просто хотел учиться, он говорит: «Пойдем, позволь мне рассказать тебе о моей умершей дочери». После того, как господин Кудрет говорит, что новое деловое соглашение Барана выведет компанию на вершину, он говорит: «Спасибо за твои усилия, сынок». Беран оставляет господина Кудрета присматривать за Диланом. Пока Дилан объясняет, что он боится, что все снова перевернется, если он пойдет с Гулем, в комнату входит Баран. Когда Гуль уходит, она сообщает Барану, что звонила Сабиха и что она пойдет поговорить с ней. Беран сначала не позволяет этого, но Дилан убеждает его. Барана убедили при условии, что он возьмет это сам. Хасан унижает Ферата и заставляет его принять предложение Сабихи о работе. После этого Ферат говорит, что примет предложение. Дерья приходит к Азаде Ханем и просит ее выгнать Гуля из особняка. Когда Дерья уходит, госпожа Азади звонит Гэже Кадер и просит прислать к ней Хасана. Дилан одевается и надевает ей на шею шарф матери Барана. Когда приходит Беран и говорит, что это красиво, Дилан говорит: «Это письмо придает мне силы, оно согревает мое сердце, я чувствую, что оно защитит меня от всего зла». Баран ласкает ее лицо, говоря: «Не волнуйся, с этого момента никакое зло не сможет причинить нам вред, я здесь, рядом с тобой», и когда она пытается поцеловать его, Дилан Сабиха ждет и говорит: «Давай выйдем». И они уходят. Хотя Джевдет с нетерпением ждет результатов Цеврии, они получают известие о том, что результаты стали известны. Хасан приходит к Гэже Азаде, и госпожа Азади говорит ей найти Салиха, и говорит, что Гуль слишком находится под ее контролем и что ей нужно покинуть особняк сейчас. Врач ведет Цеврии на УЗИ и, убедившись, сообщает новость о ребенке Джевдету и Цеврии. Джевдет и Цеврия расплакались от счастья. Баран приводит Дилана к Сабихе. Когда Дилан уезжала из Барана, она вспоминает встречу и разговоры, которые у нее были с Гульшах. Хевен открывает дверь и говорит: «Следуй за мной». Пока Баран ждет его снаружи, звонит Кирем и сообщает, что Сабиха какое-то время жила за границей, прежде чем выйти замуж. Беран дает указание найти и изучить каждую деталь и кладет трубку. Затем он говорит себе: почти пришло время. Когда госпожа Азади приходит на кухню и говорит Гэже Кадер, что если мы как можно скорее выдадим Гуля замуж за Салиха, она не нарушит наш покой, госпожа Кадер отвечает: «Я не могу сжечь свою дочь ради кого-то другого. Она может выйти замуж за кого захочет». Хевен приводит Дилана к Сабихе, которая ждет в комнате Гульша. Сабиха говорит, что все, что вы хотите узнать, здесь, подойдите к ним и изучите их одно за другим. Дилан смотрит на письмо. Это письмо пришло от Барана к Гульшах. Там написано: «Ты будешь моей первой и последней любовью». Когда Дилан говорит, что сказал мне, что не знает ее, Сабиха говорит ему, что он большой лжец, он соблазнил мою дочь, а затем оставил ее одну, и это она стала причиной ее смерти. Дилан помнит момент, когда Беран сказал ей это. Но она отказывается и говорит, что Баран не такой человек. Сабиха дает ему кольцо, которое Баран сделал для предложения руки и сердца Гульша. Затем он открывает дверь шкафа и показывает ей свадебное платье, чтобы посмотреть, что он купил для моей дочери.
Баран теряет терпение снаружи и заходит внутрь. Дилан удивляется, когда видит свадебное платье. Сабиха говорит, что они собирались пожениться, это произошло через месяц после ее смерти. Затем он берет Дилана и выводит его из комнаты. Гуль находит Ферата и просит его рассказать, как я тебя предал. Баран видит, как Дилан и Сабиха идут в сад дома, и следует за ними, чтобы посмотреть, куда они их ведут. Сабиха показывает пустую могилу и говорит: «Смотри, это могила моей дочери, потому что моя дочь поскользнулась и была поглощена глубокими водами. Все это из-за твоего мужа, который оставил ее в беде в день свадьбы». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.